Друзья рыбаки, всем привет! В прошлом видео для тех, кто хочет освоить ловлю хищника на кружки, я очень подробно показывал и рассказывал, как подготовить и как оснастить кружок, начиная с нуля. И в том видео я показывал все этапы подготовки, говорил о всех нюансах, о возможных ошибках. И также я сказал, что у меня есть два любимых монтажа. Один монтаж позволяет кружку стоять на той точке, где мы его поставили изначально. И этот монтаж я показал в том видео. И также обещал, что в отдельном видео покажу плавающий монтаж. Монтаж, который позволит кружку самостоятельно перемещаться по всему водоему. Мне этот монтаж нравится, конечно, меньше, потому как в таком случае за кружками приходится постоянно наблюдать. В таком случае не поставишь сильно большое количество кружков, потому как если их раскидают по всему озеру, вы потом их не найдете. И также, поскольку на данный момент у нас пока еще нету мотора, мы, если плаваем на лодке, то на веслах, то без мотора на большом водоеме, сами понимаете, как эти все кружки потом ловить. Ну и тем более, если ветреная погода, то такой способ тоже не очень хорошо подходит. Но в принципе у такого способа есть и плюсы. Плюсы в том, что у вас кружок самостоятельно перемещается, и он, скажем так, автоматически меняет точку лова. Он себе плывет и может доплыть, например, до какой-то щуки, а не ждать, пока она сама его найдет. И поэтому сейчас я быстро покажу этот монтаж. Значит, у нас уже намотана основная леска. И, кстати, забыл сказать, ссылка на то видео будет в описании. Там полностью от А до Я обо всем рассказывал. Значит, есть у нас основная леска на кружке. Монтаж, сразу говорю, максимально простой. Нам понадобится скользящий грузик. Это грузик такой вот в форме капли, и в середине у него отверстие. Грузик нам нужен где-то, ну в данном случае это 12 грамм, подойдет где-то 10, от 10 до 15 грамм. Ну я взял такую вот серединку, 12 грамм, как раз то, что надо. Потому что в этом случае, если мы возьмем сильно тяжелый груз, то у нас кружок самостоятельно перевернется. Потому в этом способе тяжелый груз ставить ни в коем случае нельзя. Значит, берем конец основной лески и вставляем его в отверстие грузика. Вот, грузик находится на леске. Теперь на конец нашей лески привязываем стальной поводок. Вот такой вот обычный покупной поводок на щуку. С одной стороны вертлюжок, с другой стороны карабинчик. Привязываем узлом клинч. Так, привязали. Лишний конец обрезаем. Сюда у нас будет цепляться тройник или двойник вместе с живцом. Ну и все. И вот наш монтаж полностью готов. Глубину, на которой мы хотим ловить, мы выставляем с помощью основной лески. То есть сколько мы здесь отмотаем, такая глубина у нас и будет. Мы в принципе можем отмотать вначале полностью, почувствовать, как груз достанет до дна, и уже исходя из того, какая глубина, мы сможем сориентироваться. Может быть, мы хотим ловить около дна, может быть, где-то в толще воды. И тут уже все по вашему желанию. Вот. Допустим, установили необходимую глубину, заводим леску в прорезь на кружке, перекидываем через антенку и заводим в наши вот эти вот другие
прорези. И все. И вот таким вот образом кружок спокойно плавает по всему водоему и ищет щуку, ну или другого хищника. Рыба подплывает, клюет, дергает, кружок переворачивается, мы плывем и подсекаем. Простейшая система, вообще максимально просто. И, кстати, вот еще в прошлом видео хотел показать один интересный и полезный лайфхак, но, к сожалению, о нем забыл, поэтому покажу сейчас. Лайфхак максимально простой, но невероятно полезный. Когда мы изначально связали все вот эти кружки, ну, точнее, оснастили, они у нас хранились в таких полиэтиленовых пакетах с застежками. Но поскольку они там свободно болтались, то во время транспортировки особенно это все дело там разматывалось, раскручивалось, все запутывалось, вся эта леска вот так. Ну, в общем, был кошмар. Плюс, когда после рыбалки кружки мокрые, ты их кладешь в пакет полиэтиленовый, и они там мокрые лежат месяцами. И я придумал такую штуку. Я пошел в магазин, там где продают всякие приколы для пошива одежды, и купил там вот такую вот широкую резинку. Она продавалась в отрезках по 2 метра. Я купил 2 отрезка, ну, получилось 4 метра взял. И потом ее порезал на небольшие отрезки. Не помню точно какая длина, по-моему, сантиметров 30. Ну, это нужно вымерять. В общем, порезал ее на отрезки и потом взял, просто вот так вот посшивал. Получились такие колечки из резины. Они должны быть чуть меньше кружка, чтобы натягивались. И вот что у нас получается. Замотали мы, сложили кружок. Вот. Тут у нас и грузик, и поводок, все вместе. Ну и основная леска, соответственно. Берем затем резинку, набрасываем на кружок. И получается невероятно удобно. Смотрите, резинка широкая, она четко легла в это мотовило. При этом она полностью вот перекрыла груз. Груз теперь не болтается, держится. Можно делать все, что угодно, как угодно его трусить, крутить. Ничего с ним не будет. Плюс эта резинка тряпчаная. Даже если вы кружок не высушите, а просто вот так его замотаете, то она пропускает, соответственно, влагу, и у вас это дело все благополучно высохнет. На рыбалку пришли, вот тут взяли, сняли резинку, размотали, половили, смотали, опять одели, и вот так вот у вас получается все аккуратно. Вот эти кружки все оснащенные, ничего не разматывается, все как надо. Резинка в этом случае очень помогла. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео, также заходите на наш официальный инстаграм, там очень много интересных фотографий из жизни нашего канала. Всем пока, до новых встреч!